Привет, дорогие друзья! Первую часть видео я записывал в начале января. Тогда не было никакого экономического кризиса и все цены были в норме. Но сайт AliExpress по-прежнему нормально работает. Я по-прежнему там заказываю нужные мне товары. Ссылки на товары я буду оставлять в описании под роликом. Решил записать ролик про колесо от другого электросамоката Kuga S3. Как видите, у него такая проблема. Купил я самокат бэушный, но у хозяина предыдущего при торможении провернулось колесо. Ну, естественно, он пытался его реанимировать, не получилось. В итоге выставил на продажу, но я тут подоспел, как говорится. Как я понял, у многих, почти у всех бывает такая проблема. Если плохо закручены гайки, то колесо прокручивается. И даже не спасают вот эти шайбы. Потому что шайбы тоже проворачиваются. Сейчас покажу это. Шайбы я заказал уже новые. Это, естественно, в мусорку идет. И заказал попутно вот такой провод на замену. Как я понял, мало кто понимает, как это все менять, но по сути здесь ничего сложного нет. Нам остается только обрезать провод по нужной длине, потому что провод абсолютно одинаковый, как видите. Разъем полностью одинаковый. Сам кабель тоже по толщине все такое же. Нам остается только обрезать по нужной длине и подпаять там внутри в самом колесе. Еще раз повторюсь, сложного здесь ничего нет. Но почему-то многие сталкиваются с такой проблемой. Ну, видимо, нет времени, либо нет желания заниматься этим. Давайте я сейчас покажу на своем примере, как это все меняется. Я сейчас пока разберу колесо и посмотрим, какое оно изнутри, какое у него состояние. Ну а с вас обязательно лайк. Пишите 1-2 комментария для продвижения вверх в алгоритмах YouTube. Ну и не забывайте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Наше колесо разобралось без проблем. В течение 2-3 минут я справился. Ну, может быть, 5 я не засекал. И что я еще хотел сказать. Сразу не упомянул. Это колесо у нас на 250 Вт. 36 вольт, видите, 25H. Ну, как бы считается 250 Вт. Не 300, не 350. И да, чтобы убедиться, действительно ли он на 250 Вт, смотрите. Видите, магниты, они узкие. Ну, точнее, они не длинные, они короче, чем должны быть. А если была бы мощность 300-350 Вт, то они были бы под, так скажем, за подлицо сюда. И ротор, соответственно, на такую же ширину, под сами магниты. То есть ротор у нас получается немножко уже. Если честно говорить, то это колесо я уже разбирал, смотрел. Как видите, у него состояние внутри отлично, оно не залито. Ну и вот смотрите, что я здесь пытался делать. Надпаивал уже проводки для датчика холла на моторе. Но в итоге потом, когда стал изучать, присмотрелся и увидел, что у нас здесь один горелый датчик холла. Вот, сейчас постараюсь сфокусировать. Вот, один горелый. То есть я этого не заметил сразу. Я думал, это клей, но потом, когда стал прочищать, потому что я увидел сигнал на одном просто единичка стоит. Ну, то есть он как будто постоянно включен в таком состоянии. И понял, что какая-то проблема. В итоге вот присмотрелся и увидел, что он сгоревший. Этот в хорошем состоянии. Тут правда просто клей. Заказал уже такие 3 датчика холла, не комплектом идут. Кстати, кому тоже нужно поменять датчики холла для колеса Kuga S3 там, или для других, ссылки найдете в описании под роликом, я оставил. Также ссылку на кабель наш новый. Ну, вообще-то как бы удлинительный кабель для колеса, но мы его и будем использовать как основной. Ну и на шайбы с гайками для вала на колесо. Тоже все в описании под роликом. Ну, я сейчас пока отмерю нужную длину для нашего кабеля. И буду уже засовывать, подгонять его туда. Ну, давайте тогда чуть позже включусь, чтобы ролик не затягивать. Покажу, как получилось. Так, ну вот я обрезал уже. Померил по своему самокату. По родному колесу длина у нас получилась, ну, чуть больше я отрезал с запасом, чтобы хватило проводков на всякий случай. А этот кусок пойдет, если что, на контроллер на какой-нибудь. Вдруг где-нибудь пригодится. Так скажем, ответная часть. Также хотел сказать, кто будет переделывать. Обязательно запоминайте, где у вас что находится, чтобы потом голову не ломать, не искать, не перепаивать обмотки заново, либо контакты на датчиках холла. Либо зарисуйте, либо фотографию сделайте.
Потом я это все загерметизирую, чтобы провод не двигался, а был зафиксирован. И, ну, естественно, влага, чтобы сюда не попадала через наше отверстие. Вы, наверное, подумаете, зачем я заморачиваюсь с этим проводом, длинный, новый ставлю. В принципе, можно было этот короткий немножко подкоротить, засунуть сюда. Хвост торчит, этого достаточно, контакт с колесом есть. Дело в том, что я его просто буду продавать, оно мне, так скажем, не нужно, потому что я купил другое колесо на 300 ватт. И, естественно, мне это колесо уже не потребуется. Новое колесо я купил для того, чтобы на том самокате мощность была соответствующая. Ну, как на всех Kuga S3. А 250 ватт мне, честно говоря, непонятно, почему там стояло. Поэтому я его отремонтирую и буду продавать. Это вторая часть ролика. Как я уже вначале сказал про экономическую ситуацию, которая у нас сейчас наступила. Тем не менее, на AliExpress я по-прежнему делаю заказы. Да, там некоторые товары подорожали, но тем не менее можно будет что-то найти. Я, соответственно, откладываю в корзину и периодически стараюсь искать, дожидаюсь, когда там либо скидка, либо что-то еще будет. Датчики я заказал давно, но другие товары тоже я заказываю периодически, и мне до сих пор приходят. Кстати, важный момент хотел сказать про AliExpress, если кто не знал. У них есть Cainiao доставка, она очень долгая, где-то от 2 до, ну даже до 6 месяцев бывает, некоторым приходят товары. Я это понял на себе и стал экспериментировать. Начал заказывать не Cainiao доставку, а именно AliExpress. Она там тоже бывает разных видов. AliExpress стандартная, какая-то еще дешевая AliExpress доставка, но все идут с трек номером. И дело в том, что когда вы именно вот эту доставку указываете, пусть она даже там и цену какую-то имеет, это гарантированно, что вам придет товар от недели до 3. Ну, у меня не было такого, чтобы там до месяца товар шел. Обычно все очень быстро происходит. И если там, допустим, брак какой-то или продавец что-то не доложил, тут же вмешивается служба AliExpress, так как это доставка типа от них. И спор гораздо быстрее решается, ну, в большей части в мою пользу. Я теперь перешел только на доставку с использованием AliExpress, поэтому у меня все товары приходят очень быстро и гарантированно приходят. Что, кстати, тоже немаловажно. Гарантированно они приходят. Я точно вижу, где товар идет и через сколько он приблизительно уже будет у меня в отделении почты, либо в пункте выдачи. Ну а теперь давайте вернемся к ремонту нашего колеса. Как видите, у меня здесь есть такой переходничок. Я уже его показывал в прошлом своем ролике. Кстати, вот здесь по ссылочке можете перейти посмотреть, как проверять датчики холла. Вот такого типа в таком корпусе датчики холла. У них выводы у всех одинаковые. Неважно там для мотор колес, для ручек газа, тормоза. У них всех цоколевка одинаковая. Поэтому у такого типа переходничок, он как раз подходит для проверки всех типов датчиков холла. Еще раз повторяю, здесь по ссылочке. Ранее я указывал. Ну и давайте сейчас еще раз покажу, как работает мой переходничок. Подключаем наш USB выход, любой, который имеет напряжение 5 вольт. Блок питания от телефона, то есть зарядное устройство. Даже вот выход от компьютера в данном случае я использую. Правильно соединяем и проверяем. Вот у нас светодиод горит, то есть сейчас датчик в замкнутом состоянии. Подносим магнит, и он отключается. Переворачиваем магнит, и он работает. Ну, я эти датчики все проверил, поэтому я не буду вам каждый показывать. И вот по такому принципу работают датчики холла в мотор-колесе. Как видите, герметик уже застыл, держится очень хорошо, влагу точно не будет пропускать. Попозже я тогда подпаяю проводочки, проверю, чтобы все правильно было соединено, чтобы ротор крутился в правильном направлении, ну, имеется в виду по установке колеса. И уже потом, когда все завершу, тоже покажу, что я сделал, и поставим на самокат, проверим, что действительно колесо работает. Так, ребятки, ну, в общем, закончил я сборку колеса, уже проверил, подключил его к самокату, оно вращается не в ту сторону. В итоге мне пришлось здесь обмотки поменять местами, так как я их не до конца собирал.
Но, в принципе, вот лайфхак, можно не только обмотки местами менять, если вы уже их окончательно спаяли, а просто какие-нибудь любые два датчика холла, точнее сигнальные провода от них поменять местами, и у вас колесо будет крутиться в нужную сторону. Так, датчики холла я посадил на суперклей. Здесь они ничего не касаются. Давайте покажу. Ну, вот видите, тут аккуратненько все сделано, ровненько, четко прям. Так что вот такое вот у нас колесико почти новое получилось. Также купил новые винтики тут в местном магазине, так как головки у старых уже у некоторых были сорваны, а у этих прям новенькое все, хорошенькое, черное, как и должно быть. Что я здесь еще сделал? Почистил хорошо вот эти крышки и нанес эмаль по металлу, которая с металлом работает. То есть оно все здесь хорошо легло, не стирается, как у некоторых. Берешь так, потрешь, оно хоп и на пальце остается. А здесь оно, видите, тру, оно ничего не остается. То есть я обезжирил все аккуратненько, места, которые были потерты, и их закрасил. Как уже говорил в начале ролика, сайт AliExpress у нас пока до сих пор работает. Я надеюсь, он и дальше будет работать. Поэтому ссылочки на все компоненты, про которые я сказал в ролике, вы найдете в описании. Заглядывайте, кому интересно. И по поводу гаек, что я хочу сказать. Заказал я, в общем, гайки. Пришли немного не те. Шаг резьбы другой. Здесь 1,25. А мне пришли 1,5. Поэтому они не подошли. Ну и я их отложил в сторонку. Наверное, колесо буду продавать просто без гаек, потому что люди, которым нужно поменять на новое либо рабочее колесо, у них есть свои гайки старые от своего колеса. Поэтому, в принципе, я думаю, что гайки здесь без необходимости. Ну, здесь я все соединил. Подключил в данном случае зарядное устройство как источник питания для самоката, так как батарею с другого самоката очень неудобно снимать. Ну и проверим, как работает колесо.